Богато иллюстрированная статья, в которой предлагается версия гибели Великой Тартарии. Почему Великая империя не оставила после себя несколько менее крупных государств? И куда подевалось ее многомиллионное население? Что за малый ледниковый период произошел 200 лет назад? Великая Тартария исчезла с политической карты мира около 200 лет назад. Точнее, была стерта с этой карты, стерта настолько тщательно, что почти 200 лет о ней никто и слыхом не слыхивал. И знать не знал. Пока не появились работы академика Фоменко по новой хронологии, возвратившие в научный оборот множество свидетельств существования этого государства. Крупнейшего из когда-либо существовавших на нашей планете. Естественными границами Великой Тартарии, в средние века занимавшей все северное полушарие, были океанские берега, при том, что 3 океана из 4 имеющихся ледовитый, Тихий и Атлантический были, по сути дела, ее внутренними водоемами. К концу XVIII века по современному летоисчислению, поддавшись тлетворному влиянию единобожия иудаизма, христианства и мусульманства, население европейской части Великой Тартарии погрузилось в кровавый ужас религиозных и захватнических войн, политических интриг, мятежей и революций. И откололось от Осии, сумевшей устоять под злобным натиском новых мировых религий и сохранившей нравственную чистоту и веру своих предков. Граница между метрополией и западными, зачумленными, землями пролегла от Северного Ледовитого до Индийского океана. Вдоль Уральских гор, берегов Каспийского моря и вершин Загроса. Последняя пограничная война с Британией и Московией сложилась для Великой Тартарии неудачно. Потерпев ряд серьезных поражений, она была вынуждена признать потерю некоторой части своих территорий. На Южном Урале, в Северном Прикаспии и Юго-Западной Сибири, в Центральной и Северо-Восточной Индии и на восточном побережье Северной Америки. В настоящее время различные эпизоды этой войны, поистине мировой по своему размаху и последствиям, известны как подавление Пугачевского бунта и освоение Сибири, колонизация Индии и война за независимость британских колоний в Америке. Учитывая патологическую склонность профессиональных историков к фальсификациям, можно предположить, что дело было не совсем так. Но, даже в случае победы англо-российской коалиции, к началу XIX столетия Великая Тартария по-любому оставалась самым большим и самым сильным государством мира. Предположим в виде исключения, что на этот раз по какой-то неведомой нам причине официальная историография описывает события, происшедшие в действительности. Великая Тартария потерпела военное поражение и понесла территориальные потери. И что? Столь ничтожные потери не могли привести к гибели такой великой державы. Даже если поражение вызвало серьезный внутриполитический кризис. Ибо никакой внутриполитический кризис не мог привести к распаду Великой Тартарии. Потому что народ, населявший Осию 200 лет назад, был сплочен и совершенно однороден. И по национальности, и по языку, и по вероисповеданию. 200 лет назад в Великой Тартарии, на земле Тарха и Тары, жили исключительно тартары. Высокие, русоволосые, белокожие люди с глазами василькового, зеленого, огненного или серебряного цвета. Славяне-арии. Руссы. Дружелюбные и добросердечные в мирные времена, храбрые и беспощадные в бою, справедливые и милосердные в дни побед и стойкие во время невзгод. Потому что сохранили нравственную чистоту и веру своих предков. От Урала до Аляски. От Новой Земли до Тибета. Для того, чтобы уничтожить Великую Тартарию, надо было сначала уничтожить ее народ. Весь. До последнего человека. А это было еще не по силам. Ни Британии, ни Московии. Ни их коалиции, даже если бы в эту поганую коалицию вступила вся остальная Европа. Знаменитый полководец Александр Суворов, принимавший участие в разгроме Пугачева и лично отконвоировавший его в Москву, мог нанести крупное поражение тартарским войскам. И, видимо, нанес. За что и был награжден золотой шпагой с бриллиантами. Стоимость такой шпаги равнялась сумме годового жалования целого полка.
и получил несколько высших орденов Российской империи, орден Андрея Первозванного и ордена Георгия и Владимира первого класса. Хотя официальная историческая наука об этом и помалкивает. Как рыба об лёд. Точнее, прячет историю тартарских войн Московии среди ее войн с турками-османами и прочими крымскими ханами. Однако заметьте, с блистательной портой России воевала не один век. Но так и не смогла окончательно разгромить. Несмотря на славные победы Румянцева-Задунайского, Орлова-Чесменского, Потёмкина-Таврического, Суворова-Рымникского, Кутузова-Смоленского, Дебича-Забалканского и Паскевича-Ереванского. Хотя Турецкая империя, даже в пору своего расцвета, была в десятки раз меньше Тартарии. Турция много раз терпела поражение в битвах, проигрывала войны и теряла территории, но с политической карты мира так и не исчезла. В отличие от Великой Тартарии, которая была стерта не только с карты. Тартарию стерли с лица земли. Вместе с народом, ее населявшим. Это произошло в феврале 1816 года, который впоследствии получил название «Год без лета». В Соединенных Штатах его до сих пор называют 1800 и насмерть замерзший. А официальная наука считает началом малого ледникового периода, продлившегося 3 года. В марте температура в Северной Америке продолжала оставаться зимней. В апреле и мае было неестественно много дождей и града, внезапный мороз уничтожил большинство посевов. В июне 2 гигантских снежных бури привели к гибели людей, в июле и в августе реки замерзли даже в Пенсильвании. Каждую ночь был мороз, а в Нью-Йорке и на северо-востоке США выпадало до метра снега. Германию терзали сильные бури. Многие реки, в том числе и Рейн, вышли из берегов. В Швейцарии стояла ужасная погода, каждый месяц шел снег. Необычный холод привел к катастрофическому неурожаю. Весной 1817 года цены на зерно в Европе выросли в 10 раз, а среди населения начался голод. На мир опустилась тьма. В прямом смысле этого слова. Солнце не могло пробиться сквозь облачную пелену и не согревало землю. Лорд Байрон писал в 1816 году: «Погасло солнце светлое, и звезды скитались без цели, без лучей. В пространстве вечном льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою. Жилища всех имеющих жилища. В костры слагались. Города горели. Страшный голод терзал людей. И быстро гибли люди». Разгадка трехлетнего холода была найдена 100 лет спустя. Американский исследователь Хамфрейс связал изменение климата с 1816 по 1619 годы с извержением вулкана Тамбора на острове Сумбава. В настоящее время эта гипотеза считается общепринятой в научном мире. Хотя непонятно, почему взрыв вулкана южнее экватора так повлиял на климат северного полушария, не оказав никакого влияния на климат южного. Извержение такой же мощности, около 800 мегатонн, происшедшее в 1883 году в Индонезии, в 1919 году на Аляске и в 1991 году на Филиппинах, привели к снижению температуры не более чем на полградуса. Не вызвав ни полуденной тьмы, ни снежных бурь посреди лета, ни массового выхода рек из берегов. Интересно отметить, что пока Европа и Америка замерзали и голодали, в России с 1816 по 1819 год ничего необычного отмечено не было. Ни холода, ни голода. Слава в вышних Богу, и на земле мир, и во человецах благоволение. В смысле, все, как всегда. И морозы, и недород. Это в России-то. Да еще после недавнего нашествия 12 языков и полного разорения западных губерний. Как говорится, свежо предание, а верится с трудом. Даже в обычные годы зима на Руси длится полгода, от мороза трескаются стволы вековых деревьев, а к весне по сусекам и горсточки муки не намести. Так что дело тут не в привычке русского народа к холоду и постам, а в отсутствии гнилой западной демократии и наличии надежной цензуры.
Между тем, Россия, скорее всего, и была источником климатических проблем и Европы, и Америки. О чем косвенно свидетельствует возраст современных лесов России и Беларуси, которым на круг не более 200 лет. Всем лесам! И сибирским, и русским, и белорусским. Этот факт можно объяснить только тем, что 200 лет назад все российские леса исчезли. Хором. И древняя вяз живет 300 лет, липа 400, сосна и лиственница 500, ель 600, кедр 1000, дуб 1500 и молодые. По-видимому, сгорели. А нынешние выросли на их месте. На центральной русской равнине лес был восстановлен в середине XIX века путем массовых посадок, верстовыми квадратами. А сибирская тайга поднялась сама, поскольку здесь сажать деревья было уже некому. Но об этом позже. А теперь несколько слов о так называемых карстовых озерах, очень распространенных в России. Особенно возле населенных пунктов. Особенно в Сибири. Идеально круглых. Часто имеющих более высокий уровень воды из-за плотной чаши, чем окружающие водоемы. Озерах, возникших не только над карстовыми полостями, образующимися под действием насыщенной углекислотой воды в толще растворимой породы гипса или известняка, а даже там, где никаких карст отродясь не было. А некоторые из них так и не заполнились водой. Названия этих озер Адово озеро, Шейтанозеро, Чёртово озеро, Мёртвое озеро и тому подобное совершенно бессмысленны. С точки зрения официальной науки, само собой, которая не нашла в них ничего необычного, в отличие от местного населения. И еще. Странное дело, но диаметр этих озер неплохо коррелирует с диаметром воронок от воздушных ядерных взрывов. Мощностью от 1 до 10 мегатонн. А если бы оно у них было, учитывая уровень человеколюбия английских колонизаторов и царских сатрапов, сомневаться в их решимости применить атомную бомбу, будь она в наличии, не приходится. Даже при отсутствии современных средств доставки и подрыва. Но, так или иначе, ни у Московии, ни у Британии атомной бомбы еще не было. А вот причина для ее применения, похоже, имелась. И очень веская. Наполеон вошел в Москву 2 сентября. После ужасного сражения у села Бородино. Русские войска, успешно отразив все атаки французов, сохранив резервы и имея в своем распоряжении прекрасные позиции и крепкие тылы, неожиданно отошли. И не просто отошли, а отдали врагу на поругание самый большой город страны. Ее исторический центр, который император Александр I во всеуслышание провозгласил главою прочих городов российских, как только Наполеон пересек границу. Чтобы тот не ошибся с направлением главного удара, наверное.